Запишите рецепт рассола для рыбы. На килограмм рыбы литр воды, 100 грамм соли, 50 граммов сахара. Рыба среднего размера просолится за 4 часа. Дольше держать не надо. Я покупаю только прудовую осетрину. Меня устраивает ее вкус, потому что я знаю, как ее готовить. А дикую осетрину я не покупаю принципиально. Пусть природа восстановится. Кроме того, цена на осетровых из пруда уже не так кусается. Иногда можно побаловать себя и копченой рыбкой, и запеченной. А по большим праздникам приготовить пироги с осетриной. Особые. Записывайте рецепт. Сначала рыбу необходимо закоптить. Многие спрашивают меня, горячее копчение или холодное. Я использую автоматическую коптилку, которая позволяет установить температуру внутри камеры копчения. Я копчу рыбу при температуре 60 градусов. Обычно достаточно 2,5 часов, чтобы рыба прокоптилась как надо. Но если бы у меня была обычная коптилка, я бы использовал термометр для того, чтобы контролировать температуру внутри рыбы. Нельзя ее перегревать выше 60 градусов. Тогда результат получится замечательным. А это зелень, петрушка, укроп, немного кинзы. Но можно взять все, что вы любите. Зелень порубите, а еще как следует промойте 400 граммов риса для суши. Впрочем, можно взять любой круглозерный, мягкий крахмалистый рис, который охотно впитывает в себя влагу. Рис и зелень тоже пойдут в начинку для пирогов. Рыба просолена как полагается, но и рис следует посолить, хотя бы половину столовой ложки соли, и приправить. Иногда сухой рыбный бульон вполне уместен. Впрочем, можно обойтись и без сухого бульона. На 400 граммов риса налейте только 200 миллилитров воды, потому что рис уже напился водой. А кроме того, задача риса – впитать в себя соки, которые будет отдавать начинка в пирогах, чтобы тесто изнутри не размокло. Ведь и рыба будет выделять сок, а еще очень много влаги содержится в зелени, которую мы сейчас, как только закипела вода, должны опустить в рис. Перемешивайте зелень с рисом. Пусть зелень равномерно распределится среди рисинок. А как только увидели, что в кастрюле больше не осталось воды, снимайте кастрюлю с огня и остужайте рис. Разложите его на пищевую пленку ровным слоем. Вы представляете себе, как готовят суши? То же самое мы сделаем с рыбой, которая коптится. Но сейчас рис необходимо разложить таким слоем, чтобы в него можно было завернуть всю рыбу. Вы смотрите дальше внимательно, не переключайтесь. Все самое интересное только начинается. Обмакивайте лопатку либо ложку в холодную воду, чтобы рис не прилипал. И разравнивайте. Получится очень аккуратно и красиво. На самом деле в рис можно было бы добавить и черный перец, и какие угодно специи. Можно добавить даже рубленый чеснок. Но сегодня мы готовим осетрину. У осетрины собственный, очень тонкий вкус, в котором мы вот-вот убедимся. Рыба уже закоптилась, но я не стал вынимать ее из остывающей коптилки. Пусть рыба остынет до комнатной температуры, а мы пока должны направить филейные ножи. Огонь. Сковородка. Курица. Очень тепло. Уютно. Очень мило. Так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь,
Мы умеем снимать вкусную рекламу. И вновь надеваю перчатки, чтобы руки копченой рыбой не пропахли. Вот она, красавица. Полюбуйтесь ее золотистым цветом. Плоть у рыбы не расслаивается, она осталась пластичной. Первым делом необходимо срезать тишу, довольно жесткое брюшко рыбы. Вместе с хребтами, головами и даже шкурой с рыбы тиша пойдет на бульон для рыбной солянки. Полюбуйтесь. Ну как же можно выбрасывать такую красоту? Она знаете, какой навар даст? Хорошо, что в филе осетра нет мелких косточек. Его можно укладывать на пищевую пленку целиком, как есть. А если готовить из какой-то другой рыбы, ну, например, из судака, да даже из обычного карпа, то пришлось бы срезать ребрышки, а потом пинцетом удалять все мелкие косточки. Впрочем, на рыбный пирог можно использовать рыбу и мелкими кусочками. Но раз уж у нас осетрина, то грех не приготовить пирог из цельного филе. Обрежьте края, подгоните под форму будущего пирога. Мелкие кусочки я подкладываю в свободные места, а то, бывает, начнешь так пробовать, а рыба настолько вкусна, что трудно остановиться. Ведь рыба уже готова, ее можно хоть сейчас подавать к столу. Но сходить с дистанции не спортивно. Впереди нас ждет самое сложное. Но сложно, когда работаешь только двумя руками, один перед камерой. А если есть помощники, то ничего трудного в предстоящем этапе нет. Нам необходимо свернуть из этих 4 филе нечто вроде конфеты. Одной единой целой конфеты. Но с другой стороны, кто мешает испечь пирог из одного филе? Просто он окажется не настолько величественным, как я задумал, а по вкусу будет то же самое. Следует четко разделять задачи. Приготовить просто вкусную еду, либо приготовить вкусно, но еще и удивить гостей. А в моем случае вас, телезрителей. Поэтому и рыбу, и рис охлаждали. Это поможет преодолеть следующий, очень сложный этап. Сейчас рыбу необходимо завернуть в рисовый слой. Понимаете, что должно получиться? Внутри плотно уложены 4 тушки рыбного филе. Они обернуты рисом и зеленью. И поверх всего красивое, очень хрустящее, ароматное тесто. Конечно, можно было покрошить рыбу, перемешать с рисом, зеленью. Вот тебе отличная классическая начинка. Причем копченый вкус рыбы украсит пирог до невероятности. Но сейчас я преодолеваю сложности из-за того, что работаю один, без помощников. С помощниками все гораздо проще. Сейчас я снова должен завернуть начинку в пищевую пленку и сделать эдакую конфетку, которую предстоит охладить. А вы сами для себя решайте, пойдете ли вы по простому пути, либо дерзнете повторить за мной. Ведь бросить, прекратить это дело можно в любой момент. Нарезали рыбу кусочками, перемешали с рисом и давай. Где там тесто? Тесто понадобится 3 листа. Я беру готовое, магазинное, замороженное слоеное тесто. Первый лист послужит основанием пирога. Его не стоит раскатывать слишком широко, лишь бы та конфета с начинкой уместилась на его поверхности. Второй лист послужит крышкой пирога. Он может быть и потоньше. А третий лист пойдет на украшение. Смотрите внимательно, сейчас все поймете. Сначала с конфеты начинки срежьте узелки, а потом прорежьте только пищевую пленку вдоль, стараясь не задевать рисовый слой, уж не говоря про рыбный. Конфету уложите на тесто так, чтобы разрез оказался ровно посередине. И очень аккуратно, очень осторожно снимайте пищевую пленку. Представляете себе, как будет обидно, если сейчас все развалится. Подайте мне второй лист теста, крышку
для будущего пирога. Пожалуйста, помогите. Ну, еще немного, еще чуть-чуть. Осторожнее, аккуратнее. Постараюсь не подвести вас. Уф, все получилось. Теперь остается защипать края теста. Аккуратненько. Осторожнее, постарайтесь не порвать. Можно было бы, конечно, взять тесто потолще, пирог сделать поменьше, но хочется же показать класс. Хочется немного похвастаться своими умениями. Вот раньше такие прорези с перерывами наносили на тесто обычным ножом. А теперь, видите, продается ролик специальный. Прокатили его по тесту, и получается готовая сеточка для украшения пирога. Чтобы тесто красиво зарумянилось, чтобы к тесту прилипла сеточка, смажьте его яичным желтком, разведенным со сливками. Истинно говорю вам, каждый пожалеет, что у него не 6 рук, как у краба, а только 2, когда попытается расправить сеточку поверх пирога. Сеточку тоже необходимо смазать желтком со сливками. Сами решите, будете ли вы присыпать пирог кунжутом или маком или чернушкой, неважно. Внутри начинка вся готова к употреблению. Ей необходимо только подогреться, да и то не слишком сильно. А чтобы тесто пропеклось, тончайшее слоеное тесто, достаточно 25 минут при 170 градусах. И вот какая красота у меня в руках. Полюбуйтесь. Прежде чем разрезать пирог, подождите минут 10-15. Во-первых, пусть гости полюбуются, пусть слюнки поглотают. А во-вторых, пирог будет легче резать, когда он слегка остынет. Не беда. Этот пирог можно подать и вовсе к холодному столу. Ну, едим же мы, в конце концов, эти суши холодными. А здесь у нас нормальный такой, хороший, красивый русский пирог. Да, я, Сталик Ханкишиев, стою за возрождение великой русской кухни. Я считаю, что все мои гости достойны по куску такого пирога. А из рыбных остатков, вы помните, тиша, шкура, головы, хребты. В следующий раз мы приготовим душистую, ароматную, утоляющую все горести и печали русскую рыбную солянку. А пока полюбуйтесь красотой этого пирога. Трудолюбие, ум, смекалка, находчивость и предприимчивость лежат в основе успеха любого дела. А уж в кулинарии и подавно. Дорогие друзья, я желаю вам приятного аппетита. А сейчас вас ждет очень важное объявление. В новом году я поставил перед собой новые, очень грандиозные задачи. И мне нужна ваша помощь. Я открыл новый кулинарный канал, предназначенный для интернациональной публики. Пусть люди со всего мира посмотрят на то, что едим мы в России, в бывшем Советском Союзе. Чтобы канал взлетел, необходимо, чтобы у него с первых дней появилось много подписчиков. Сейчас вы смотрите фрагменты из первого ролика, опубликованного на новом канале. А в правом верхнем углу появилась ссылка. Кликнув по ней, вы окажетесь на новом канале. Подпишитесь на него тоже. Я уверяю, что будет интересно и вам, не только иностранцам. Еще раз, приятного аппетита! Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день.
Самый лучший подарок тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.